Привет. Сегодня такая вот коробочка в кадре. Я думал, с этой коробки можно, наверное, начать небольшой, может быть, мини-цикл, который, наверное, можно было озаглавить «Прощание с импортными моделями, с импортными модельными фирмами», скажем так, со смехом сквозь слезы и так далее. Причем к импортным модельным фирмам относятся не только различные фирмы, которые нам за валюту импортируют, ну и, например, модельные фирмы, которые располагаются у наших соседей ближайших. По понятным причинам все там туманно теперь. Ну ладно, перейдем к сути. Короче, фирма Bronco у нас в кадре. Гонконгская фирма, поныне существующая, по-моему, с 2004 года. Никогда у меня не было ни одного набора этой фирмы, и я как-то решил, ну, надо что-нибудь взять такое маленькое, потому что вроде как в целом молва про производителя ходила хорошая, вроде как хорошие модели, интересные киты. Ну, решил посмотреть, тем более там представилась такая цена интересная достаточно, комплектация прикольная. Ну, почему выбрал, да, то есть нечто странное такое, казалось бы, на боксарте, что за фигня, да? Тогда давайте, наверное, сначала глянем, может быть, прототип немножко обсудим. Короче говоря, в исполнении, так сказать, в понимании Bronco у нас на коробке и в коробке находится некий Белехл Panzer 38HF, который в реальности, и скажем так, если правильно писать это название, на самом деле должен выглядеть как Бефельс Panzer 38HF, то есть гонконгские товарищи немножко, скажем так, там перепутали название. Вот есть артикул CB35003, ну, собственно, масштаб. Вот мы видим, да, что у нас есть на иероглифах. Тут еще и видим, что боксартик рисовал в рубль рисовал боксарт. Значит, что на боковинах у нас Бронко изображает. Гордо заявляет, что есть качественная в комплекте декаль от немецкой фирмы Картограф. Нарисована платформа управления сразу же здесь. Адрес в Гонконге. На другом боковике другие, кстати, модели данной фирмы. В частности, тут, по-моему, всяческие, ну вот на базе тоже платформы, да, есть пара гаубиц, танкетка, не помню, по-моему, то ли итальянская, то ли что-то такое. Ну, в общем, скажем так, фирма зачастую делает достаточно такие редкие прототипы, моделирует. Так, в общем, что по прототипу такому странному, необычному, скажем так, наверное, в каком-то смысле. В общем, этот Бефельс Panzer 38 не что иное, как французский танк Гочкис 35. В общем, французская машина, разработанная фирмой Гочкис, танк, собственно, до предвоенный период, перед Второй мировой войной. Легкий танк, маленький совсем, был произведен дальше в большом количестве, под 1400 штук выпущено было, соответственно, после начала войны и после, собственно, поражения Франции в этой войне немцами было где-то достаточно большое количество этих танков захвачено в рабочем состоянии. И, собственно, как немцы любили делать захваченной техникой, что во Франции, что в Чехословакии, что в Советском Союзе, они, собственно, приспособили эту технику под свои нужды. То есть несколько модификаций на базе этого танка делали. Вот, в частности, собственно, это одна из модификаций этого маленького танчика. Что можно сказать из приколов по боксарту, да? Боксарт на самом деле масштабный, не масштабный, а обманчивый. На самом деле эта машинка очень маленькая. То есть это машинка размером, наверное, с маленькую легковушку, малолитражку. Здесь же она изображена, в принципе, таким размером, ну, как полноценный средний танк, наверное, выглядит того времени. Вот если посмотреть по масштабности, собственно, товарища, который торчит с пулеметом. Но мы как бы заглянем внутрь и сразу поймем, что как бы дело-то не совсем так. Ну ладно, фотки не буду показывать, но там будет понятно. На самом деле это очень маленький танк с экипажем, короче, из 2 человек изначально, ну, в ипостаси танка, да. У него была башенка сверху такая маленькая, там пушечка была
пулеметик. 2 человека, собственно, водитель, да, это они там, наверное, еле помещались. В данной модификации, что за модификация, которую так вот неправильно написали нам гонконгские товарищи? Это, собственно, убрали башенку, убрали от танка подбашенную коробку, переделали его так называемый, ну если буквально переводить, это переводится командирский танк. Ну, командирский танк, или он был там вроде как артиллерийским машина для артиллерийского корректировщика-наблюдателя. То есть, ну, вооружили одним пулеметом, по собственно, я так понимаю, основной смысл был наблюдение, какая-то координация по рации. Вот у нас целых 2 антенны видно здесь есть. Ну вот и все. Собственно, по коробке, наверное, больше так сказать нечего, создать ничего нет. Давайте, наверное, заглядывать внутрь. Что у нас, собственно, данный гонконгский производитель предлагает? Коробка большая, на самом деле сильно больше своего наполнения. Тут мы видим, значит, ванну корпуса, вот сразу понимаем масштабы, да, то есть, как бы, ну, это действительно, ну, это 5 сантиметров, собственно, ванна корпуса в масштабе, да, наверное, в пересчете она там 5 сантиметров на 35, там, сколько, 1,5 метра, что ли, не, ну, какие 1,5, метра там, да, что-то такое, короче, смешное. Абсолютно, то есть это видно, собственно, в сравнении даже с руками. В отдельный пакетик, отдельно отлито, то есть, в принципе, это уже довольно круто. Значит, литники, пластик у нас пошел, мы его будем смотреть отдельно. Также у нас здесь инструкция черно-белая, ее сейчас тоже посмотрим. И у нас также вот из интересного тут в комплектации присутствует дополнительный пакетик, в котором находится маленькая платка фототравления, цепь, довольно редко на самом деле попадающиеся в аксессуарах к моделям, и вроде как пружины для подвески, я так понимаю. Это вообще редко попадающаяся штука. Ну, сзади еще, можно заметить, лежит та самая качественная декаль от картографа. Короче, по порядку. С инструкции начнем на глянцевой бумаге, ну или что-то полуглянцевое такое, собственно. Боксарт, есть очень маленькая историческая справка, где, в принципе, говорится о том же, да, что это бывший французский танк. Значит, что это, собственно, да, наблюдательная машина для наблюдателя. Германские артиллерийские полки, там 21-й танковой дивизии. И, короче говоря, использовали эту штуковину как раз во Франции во время вторжения в 1944 году. Ну и внутри у нас перечислены, собственно, на первой странице краски. Табличка достаточно обширная, то есть тут у нас и на нитрокраски ганзы, и на, кстати, да, Хобби-Color при этом. Ну я понял, да, это наименование. И акрилы от Hobby-Color ганзы, на Хамбру, на Тamiya. Ну, не все, кстати, краски прям имеют эквиваленты, но, в принципе, табличка довольно большая. Да, вот у нас тут, собственно, присутствует описание того, что есть в коробке. По некоторым сведениям, кстати говоря, якобы в коробку еще могли класть фигурку члена экипажа, но я так понимаю, наверное, если это и было, то, наверное, может быть, не во все комплектации, иногда такое случается. Значит, что у нас тут помимо раскладки литников, да, видно, что у нас тут, наверное, да, это, наверное, цепь так изображена. Ну, собственно, все совпадает, да, фигурки здесь никакой не нарисовано. Шаги сборки идут. Инструкция на маленьком количестве листов, довольно мелкая, скажем так, но, в принципе, подробная. Можно из нее понять, что, в принципе, моделька у нас, в общем-то, интерьерная. То есть у нас существует тут как и моторный отсек, как, собственно, сам двигатель, который в передней части, в задней части машины размещается. Ну, в данном понимании, если, я так понимаю, машину собирать, как она, собственно, есть в живом виде, то моторный отсек закрыт, и вроде бы никаких люков, по-моему, не предусмотрено. То есть он есть, но по факту его, так понимаю, видно не будет, если только не
наверное, заниматься каким-то раскуречиванием, там, деланием какой-то разбитой машины или что-то такое. Значит, тут у нас идет, собственно, боевое отделение, соответственно, сидушка под водилу у нас тут вот присутствует, какие-то там принадлежности дополнительные. Ну, то есть, наверное, интерьер такой не то чтобы очень подробный, но в принципе он присутствует. Соответственно, движок отделен от... хотя, ну да, он отделен перегородкой, то есть, в принципе, его даже через люк, скорее всего, видно не будет, зато видна трансмиссия. Вот, да, на литнике даже можно увидеть, что логотип фирмы Gotchkis будет присутствовать. Соответственно, вот у нас также продолжается интерьерчик, то есть видно радиостанции ставятся обширные, собственно, потому как машина для артиллерийских наблюдателей, понятное дело, что им нужны были рации мощные. Собственно, вот у нас из приколов устанавливаются те самые пружины в подвеску. Интересно по итогу, как это будет работать, то есть это рабочая подвеска или пружины чисто декоративные. Вот не совсем сходу понятно, что именно здесь будет. Вроде бы как-то выглядит, что, наверное, теоретически это должно быть чем-то рабочим. Но посмотрим, вроде бы гусеницы-то не рабочие. Так, опять же, вот все устанавливается на ванну, дополнительные всякие там глушитель, люки. Понимаю, частично люки можно будет открыть, например, водительские вроде как можно будет сделать открытым. И, собственно, только здесь у нас тележки собираются, ну, точнее, вот начинаются тележки. Здесь тележки устанавливаются на данном этапе. Ведущие там звездочки, ленивцы и так далее, поддерживающие катки. Собственно, тут у нас гусеница. Показано, что наборные траки, я так понимаю, но траки вроде как не рабочие, то есть это просто наборки, но все-таки наборки это довольно круто. Сразу, кстати, пишут, как красить, то есть, что, например, внутрянку нужно белым внутри боевого отделения покрасить. Показано, что лента, ну, кстати, опять же, не показано из скольки траков, видимо, подразумевается, все траки у нас уже должны. Ну, наборки, это значит, что, в принципе, будет легко и весело, можно будет сделать провисы всяческие и так далее. Так, вот задняя броневая панель ставится. Интересно, кстати, не будут ли прозрачны эти задние решетки? Нет, насколько я вижу, в пластике они вроде как не прозрачные, и, по-моему, в травлении они, насколько я понимаю, не даются. Но это мы еще посмотрим. Значит, тут идет вверх, соответственно, у нас ставится щиток пулемета, сам пулемет, там осветительные, шансовый инструмент, какие-то скобы там всякие держатели. Вот опять же можно увидеть, что задние двигательный отсек не открывается, только если там, я не знаю, как-то извращаться и пытаться вырезать это все. Но сделали его закрытым по умолчанию. Ну, тут фонари вот эти всяческие, лопаты. Дальше у нас устанавливается, собственно, верхняя часть на ванну. Очень все просто, быстро должно быть, там запасные траки и так далее. И оканчивается все схемой окраски черно-белый. Цветов нет, но в принципе она довольно, я так понимаю, простая. Ну, кстати, отличается от бокс-арта, потому что у нас дается как раз 21-я бронетанковая дивизия в Нормандии. И вроде как дается на 2 цвета, но, собственно, цвета не отмечены на рисунке, но внизу написано, что, соответственно, базовый цвет это Дункенгельп немецкий. Ну, кстати, нет. Вот схема, кстати, довольно странная. Я сейчас читаю. Меня еще немножко, как бы, да, то, что она отличается от боксарта. То есть на боксарте у нас трехцветный немецкий камуфляж стандартный достаточно, да, из коричневый, зеленый и темно-желтый, да. Вот здесь на схеме у нас, соответственно, расщедрились только на 2 цвета бронка. Ну, видно, что, то есть вроде как базовый и какой-то по нему. Соответственно, либо зеленый, либо, наверное, коричневый. Но вот, собственно, разделение на 3 цвета не видно. Хотя внизу при этом написано, что цвета это желтый, темно-зеленый и
красно-коричневый, тот самый, который на бокс-арте. То есть не очень понятно, какая-то схема окраски слегка недоработанная. Как по ней красить тремя цветами, не ясно. Ну вот, это все по инструкции, короче. Перейдем, значит, к пластику. Собственно, ванна, она же ванночка, скорее, корпуса. Очень маленькая, но зато в одну деталь. Вот так она выглядит. Соответственно, на ней уже даже по бокам из днища есть сварные швы спереди, сзади. Огрехов каких-то, микроблой есть небольшой такой совсем. Каких-то огрехов, то есть внутрянка отлита. Есть внутри небольшие следы от толкателей. Я так понимаю, они у нас находятся в отделении двигателя вроде как. Поэтому, наверное, в принципе, они, так понимаю, так. Тоже получается, это задняя часть вроде как, да, это передняя. А тут вообще что-то я немножко запутался. Ну да, вроде как, да, это перед. Но это мы еще посмотрим, может я ошибаюсь. Вроде как в двигательном отсеке, по-моему, это все должно быть закрыто. Ну да ладно. Ну, в общем, в принципе, довольно неплохо отлито. Не то чтобы тут... сварные швы прикольно. Проблем быть не должно. Танчик, в общем, такой, это по сути как может почти танкетка. Значит, второй литник. Кстати, да, каждый литник в отдельном пакетике. Тут у нас присутствует, соответственно, верхняя часть корпуса, которая ставится на эту всю штуку. Вот так вот, как-то. Скорее вот так, наверное. Опять же, такая довольно шероховатая поверхность пластика. Опять же, сварные швы везде выведены по свариваемым, собственно, бронелистам. Люк, опять же, да, вот это не открываемые створки двигательного отсека. Как бы тоже огрехов на верхней части никакой не видно. Толкатели внутри. Пазы под всякий шанец, все отлито в целом. Не видно никаких огрехов. Пока, в принципе, Бронко действительно свою репутацию оправдывает. Тут, опять же, вот радиостанция с отлитыми какими-то там приборами. Пулемет тот самый. Пулемет у нас, значит, отлит без каких-то там... без каких-то многоразъемных форм, то есть просто как обычно, видно небольшая есть утяженка, в частности на прикладе. Пулемет такая микро, не думаю, что это, конечно, большая проблема. Ствол, соответственно, не высверлен пулемета. Так, ладно, это мы еще посмотрим. Мне, кстати, почему-то запомнилось, что будто бы где-то я видел, что в этой модели пулемет сделан был многоразъемной формой с высверленным стволом, но что-то, возможно, я с чем-то путаюсь. Да, значит, можно сказать, что глушитель еще с двух деталей, соответственно, не очень хорошо, что он из двух, но зато за счет этого им, так понимаю, удалось сделать сразу в нем отверстие. Наверное, в одну деталь, в принципе, было бы, наверное, проще высверлить, да, потому что шов с глушака убирать, такое. Шанец видно, тоже с какими-то микроутяженками, в целом довольно-таки ажурный. Кое-где, то есть облоя практически нет, но микроутяженки на некоторых деталях все-таки присутствуют. Так, смотрим дальше. Так, самый большой литник у нас тут идет. Соответственно, в основном с деталями ходовой части. Так. Значит, присутствует у нас тут, собственно, 4 тележки из 2 деталей.
Ну, тележки вроде в одну деталь, я не вижу, чтобы тут как-то рабочая какая-то была подвеска. Пружинки эти, конечно. Ну, в принципе, да, я, наверное, понимаю, пружинки это не часть какой-то рабочей подвески, это, скорее всего, то, что в пластике пружину тяжело отлить, поэтому они ее сделали, ну, в металле. Довольно интересное, кстати, решение. Прикольное. Собственно, детали двигателя, детали вот там, где карданный этот вал, это трансмиссия, звездочки. Вот звездочки, кстати, довольно ажурно, прикольно отлиты. То есть так, очень мелкие, такие очень детальные, ничего не заплыло, никаких утяжен. Питатель на звездочке между зубьями выведен, то есть по идее при снятии зубцы звездочки пострадать не должны. Ну, каточки довольно такой очень простой формы, тут как бы сказать-то нечего. Ну, опять же, детали движка, каких-то там зубья, какие-то шестеренок, все довольно прикольно. То есть вот этот литник, несмотря на то, что я так понимаю, собственно, забыл сказать сказать про набор, что Бронко целая серия, собственно, на базе этого Гочкиса H35, что логично, то есть они сделали сам этот Гочкис танк, собственно, с башенкой, и несколько машин, то есть там немецкая версия, вот эта версия уже, там в самоходке. То есть, на самом деле, конечно, я бы хотел бы изначальный Гочкис купить. Танчик все-таки интересный, он такой забавный, веселенький, но как бы когда уже дошло дело до покупки, по хорошей прикольной цене я смог выцепить только вот этот вот командирский артиллерийско-наблюдательный немецкую машинку, ну да тоже в принципе и ладно. Да, вот этот литник, скорее всего, общий для всех модификаций, которые они выпускали. Ну, в принципе, при этом он выглядит хорошо. Не какой-то заплывший, ничего с ним не произошло. Так, опять же, детали корпуса крупные, скажем так. Мы видим, я так понимаю, возможно, несколько версий. Или у нас аж 3 целых версии, так понимаю, наверное, задней части танка. Или нет, скорее передней. То есть их тут аж целых 3. Скорее всего, подозреваю, как раз для разных модификаций. Все они, собственно, с здоровым таким шилдигом фирмы Гочкис. Ну, соответственно, тут еще у нас какие-то парочка шестерен присутствуют, надгусечные полки. Не знаю, были ли в оригинале какое-то сложное рифление на них, как у немецких танков, но тут вот все, ничего такого нет. Какие-то там дополнительные, возможно, топливный бак или что-то такое. Ну, тоже, скорее всего, частично эти детали для этой версии не используются, так как унифицированы. В принципе, на толкатели все на внутренних частях, на невидимых, как на полках, так далее. Ну, поэтому вроде бы микроблочек кое-где проявился, но в целом он такой довольно микроскопический, не знаю. Так, и остается у нас после всего этого, собственно, по пластику только 2 литника с катками. Собственно, полностью наборные катки здесь. Ой, катки, оговариваюсь, траки. Довольно, ну, немного, то есть, ну, в принципе, то есть, конечно, хлопотная довольно вещь собирать ленту из таких траков. Я так понимаю, конечно, они никакие не работающие ни на каких защелках, ни на каких ни пальцах, ничего. Они просто будут вручную собираться, то есть кондуктором каким-то или вручную собирать это все самому надо будет озаботиться. Но зато в итоге качество финальной гусеничной ленты будет довольно прикольным. Особо сказать больше нечего, кроме того, что круто, что траки есть. Вот. И самая финалочка, это такой у нас допчики, скажем так, которые на самом деле не допчики, а включены вполне себе в базовую поставку. Это, собственно, у нас плата фототравления, довольно маленькая, то есть вроде никаких решеток тут нет. Тут я смотрю, у нас присутствует прицел на пулемет, какие-то скобы микро, возможно, какие-то замки там на какой-то шанец, какие-то панельки дополнительные. Присутствует у нас декаль,
Ну, собственно, символическая такая, да, буквально на два креста. Присутствует у нас цепь, что довольно, конечно, редко увидишь. То есть цепь, я так понимаю, должна выполнять, наверное, что-то роль буксировочного троса или что-то такое. И, собственно, 4 пружинки, которые у нас для подвески. Вот, собственно, мини-обзор подходит к концу. Такая вот небольшая, очень маленькая моделька немецкой машины на базе Гочкиса 35-го. Бефельпанцер, который написан неправильно. Ну, на этом все. До новых обзоров.